Всем привет! Сегодня мы расскажем, что можно посмотреть в Бресте за один день. Прогуляемся по самым интересным и значимым местам города и расскажем кое-что любопытное. В описании к видео оставим карту достопримечательностей, которая пригодится каждому туристу. Там же наша пешеходная экскурсия по Бресту со всеми точками маршрута. Пользуйтесь! Мы для вас постарались, поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. Стартуем на ЖД вокзале. Внутри он оказался очень современным, а снаружи настоящий памятник архитектуры и истории Бреста. Во время войны он был сильно разрушен, а затем полностью восстановлен. На пути от вокзала главной пешеходной улицы Бреста находится здание университета имени Пушкина и зимний сад. В оранжерее собрана коллекция растений со всего мира. В нем можно погулять всего за 2 белорусских рубля. Напротив – православный храм Свято-Николаевская братская церковь. Ее построили на пожертвования граждан в 1904 году. В Бресте, кстати, очень много храмов разных конфессий. Мы на главной пешеходной аллее Бреста, знаменитой Советской улице. Именно сюда стоит отправиться гулять в первую очередь. Это очаровательный уголок Европы и важное историческое место. На Советской улице такая концентрация достопримечательностей, что мы решили снять отдельный обзор. Обязательно посмотрите! Про знаменитого фонарщика Бреста мы в нем тоже рассказали. Ссылочка на это видео прямо перед вами. С Советской поверните на улицу Дзержинского. На углу дома 21 найдете забавную инсталляцию начала 20 века. Любовник Георгий пытается проникнуть в спальню жены офицера Вуйчика. Влюбленные не раз проворачивали этот трюк, пока муж спал на первом этаже. Однако у этой истории трагичный шекспировский финал. Георгий был убит генералом, а его жена с горя выпила яд. Для влюбленных туристов и романтиков тут установили место для поцелуя. В 2019 году Брест празднует тысячелетие города. В честь этого в 2009 году заранее установили вот такой монумент. В этом месте пересекаются улица Советская и знаменитая аллея фонарей Бреста, а официально улица Гоголя. По ней тоже стоит прогуляться, чтобы найти все необычные фонари, украшенные скульптурами гоголевских героев. Эту улицу мы тоже решили снять отдельно, настолько она интересная. Посмотрите, какая красивая лавочка пожарного. В Бресте вообще много интересных арт-объектов. Когда гуляете, всегда рассматривайте детали. Находится скамейка на площади Свободы. Здесь же установлен памятник 60-летию освобождения Бреста. Сама площадь оказалась небольшим и красивым зеленым парком. На другом конце площади Свободы установлен мемориал в честь войск Первого Белорусского фронта, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. В памятные дни здесь проходят торжественные мероприятия и возлагаются цветы. Неподалеку находится Брестский областной краеведческий музей. Это один из самых молодых этнографических музеев Беларуси. А это Брестский театр драмы и музыки. Если вы приехали в Брест не на один день, есть смысл побывать и внутри. Репертуар тут хороший. На пересечении Гоголя с улицей Ленина стоит межевой столб. Раньше он обозначал границу между землями Брестской крепости и городом. Существует поверье, согласно которому для исполнения мечты нужно обнять межевой столб. Мы так и сделали. Наша пешеходная экскурсия по Бресту продолжается. Мы по-прежнему в центре города, на площади Ленина. Здесь находятся самые важные административные здания Бреста. Выглядят они впечатляюще. Летом здесь работает фонтан, а сама площадь большая и красивая. На ней приятно задержаться чуть дольше, чтобы рассмотреть все детали. Разумеется, на такой площади не могло не оказаться памятника Ленину. За ним областная доска почета и небольшой зеленый парк.
Любопытно, что Ленин находится в традиционной позе, указывая своей рукой путь в коммунистическое будущее. На деле его рука показывает ровно на Крестовоздвиженский костел. Кстати, в него советуем зайти не только верующим. Здесь проходят чудесные концерты духовной, классической и даже современной органной музыки. Вот его тихий зеленый дворик. Вход свободный. На площади Ленина находится знак «Нулевой километр». На его основании написано расстояние до городов Беларуси. Это место можно смело назвать сердцем Бреста. Идем дальше. Это Брестский ЦУМ. Сюда можно заглянуть на шопинг, а на фудкорте перекусить и восстановить силы. Кстати, если вы знаете, где в Бресте, да и вообще в Беларуси можно поесть вкусных драников, напишите об этом в комментариях. Мы направляемся в Брестскую крепость. От центра Бреста в нее можно дешево и быстро добраться на автобусе, но мы пойдем пешком. Это Свято-Симеоновский собор, один из старейших храмов Бреста. Перед ним памятник Афанасию Брестскому. Чуть дальше музей «Спасенные художественные ценности». В мире трудно найти его аналоги. Старинные иконы, ювелирные изделия, редкие картины. Все это было изъято у контрабандистов при попытке вывести национальное достояние за границу. Это сквер пограничников. В нем находится парк Свободы и мемориал Стражам границ, посвященным героям, погибшим в Великой Отечественной войне. А вот еще одна необычная лавочка. Не зря мы говорили, что в Бресте нужно гулять внимательно. Тут столько интересного. Проходим мимо красивого здания. Это Брестский дом правосудия. Его открыли весной 2019 года. Вдалеке уже виднеется звезда, вход в Брестскую крепость. Но сначала мы зайдем в другое место. Брестский железнодорожный музей – уникальный выставочный комплекс под открытым небом. В нем собраны образцы железнодорожной техники за всю историю существования Беларуси. Здесь можно увидеть движение старинных паровозов в реальном времени и полюбоваться историческими составами. Цена билета всего 3 рубля. А вот и Брестская крепость. Обязательно побывайте в ней, даже если вы приехали в Брест на один день. В крепости много интересного. Мы решили снять ее обзор отдельно. Подпишитесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Если у вас остались силы после такой насыщенной прогулки, загляните в парк культуры и отдыха. Прокатитесь на колесе обозрения и просто погуляйте. Рядом с парком находится красивое здание. Оно похоже на музей, а на деле действующий департамент охраны МВД. Перед ним скульптура совы и бульдога. Сова отвечает за бдительность, бульдог за надежную охрану. А еще симпатичная машина милиции из прошлого века. Ну, очень здорово оформлена. Рядом музей истории города Брест. В нем хранятся интересные коллекции оружия, предметов быта, книг и многого другого. Если вы до сих пор не устали, отправляйтесь к грибному каналу. Это стела «Летящий аист». Птица является неофициальным символом Беларуси. А вот и сам грибной канал. Здесь тренируется местная команда грибцов и будущие чемпионы. Рядом находится дворец спорта. По пути вас ждет еще несколько парков. Их в Бресте вообще много. Нам это очень понравилось. А еще в Бресте есть несколько городских пляжей. Они небольшие, но хорошо оборудованные. Прогуляйтесь и по набережной реки Муховец. Тут есть симпатичный фонтан и приятные зоны отдыха. А вот интересные солнечные часы с миниатюрными достопримечательностями Бреста. Смотрится здорово. На воде установлен символ любви – скульптура неразлучных лебедей. А вот и сами птицы. Их тут очень много. Приятно идти вдоль реки и любоваться ими.
На набережной есть небольшой причал. Отсюда отправляются быстроходный прогулочный катер и большой теплоход. Цены на водные прогулки начинаются всего лишь от 6 рублей. Маленьким детям бесплатно. Вот этот катер стоит подороже, но мчит с ветерком, а маршрут у них одинаковый. На набережной можно отдохнуть в беседках или на лавочках, погулять по мощенным дорожкам, посидеть в кафе или покататься на велосипеде. Кстати, в Бресте повсюду есть велодорожки. Это очень здорово и удобно. А еще на набережной можно заняться спортом, если, конечно, у вас еще остались силы. Тут мы и заканчиваем свою прогулку. В описании к видео оставим вам ссылочки на интересные и недорогие пешеходные экскурсии по Бресту. Гулять с профессиональным гидом всегда здорово. Ставьте лайк, если вам понравился Брест и наш самостоятельный маршрут. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы гулять с нами и дальше.